Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Остались от козлика рожки до ножки, а от старых джинсов остались только швы. Все остальное мы уже использовали для других проектов, нашли применение. Но наши очумелые ручки покоя не дают. Нельзя просто так выбросить такую красоту. Для работы нам понадобится клеевой пистолет. Я не так часто им пользуюсь, поэтому купила самый простой и недорогой в магазине, где все по одной цене. Кончик джинсового шва сворачиваем и фиксируем горячим клеем. Сворачиваем дальше по спирали. Размер заготовок делаем разный. Используем и разный цвет джинс. Конечно, можно шить иголкой с ниткой, но это очень долго и получается не очень красиво. Такие кружочки можно использовать как подставки. Но мы работали с термоклеем, поэтому горячую сковородку уже не поставишь, все расползется. Вариант – подставки под цветы на подоконнике. Прекрасно защитят и от холода, и от жары. Но мне хочется сделать красивое декоративное панно. Мы склеим, соединим вместе эти кружочки. Чтобы композиция не развалилась под своей тяжестью, мы ее дополнительно приклеим к основе. Лишнюю ткань можно отрезать. Знаете, мне казалось, что у меня очень много джинсовых швов. Но сейчас понимаю, что надо бы еще подкопить и в эту композицию добавить еще элементов. Вот знаете, что такое теория относительности? Я вам объясню. Все относительно. Вот 3 волоса. Это много или мало? Если на голове, то мало. А если в супе, то много. Ну что ж, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!